типов предпринимательских университетов, инновационно-предпринимательских университетов. So one of the reasons that the European Commission and the OECD decided to invest in the development of HEInnovate was because of all of the questions that were coming from the university sector. Собственно говоря, почему Европейская комиссия и OECD инициировала данный проект? Потому что возникли, собственно говоря, вопросы относительно организации предпринимательских университетов, типов предпринимательского, университетов предпринимательского типа. And as some of your challenges and objectives for today's show, the questions that were asked were what everyone is talking about entrepreneurship and the entrepreneurial university, but what is it? What does it mean to me? What do I have to do? What's wrong with our university as it is? Ну, каждый из вас говорил об университетах предпринимательского типа. Вопрос, что это за университеты, что необходимо сделать, чтобы наш университет был таковым. So they looked at the changes that were going on within the environment, and we have some of them listed on the slide. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь мы представили те изменения, которые происходят в области высшего образования. Across the globe, we're seeing new funding models for universities. Первое это приоритетное изменение – это поиск новых моделей фундирования, то есть финансирования. And the rise in private sector institutions who are competing against public sector institutions in the world rankings. Да, это рейтинг университета и так далее. The focus on student employability has changed exceptionally in the last 20 years. А также обратите внимание на второй момент – это трудоустраиваемость наших студентов и теми навыками и умениями, которыми должны обладать в 21 веке. We still see many arguments towards the role of a university in education versus research, and they will continue. И, конечно же, университеты в этом направлении играют огромную роль, и университеты будут продолжать играть большую роль в данном направлении. However, students have a big voice now, and we have a need as an institution in order to make sure that we provide the right types of individuals who can work in the workplace with 21st century skills. Сегодня студент является в центре образовательного процесса, и он, собственно говоря, задает тон формирования необходимых компетенций, то есть теми компетенциями, которые он должен обладать в 21 веке. In order to do this, universities need to change their models and modes of working. И для того, чтобы воспитать конкурентоспособных специалистов, которые обладают всеми необходимыми компетенциями, необходимо менять модели. This means working collaboratively internationally, nationally and regionally. Это означает, что необходимо работать на национальном уровне, региональном уровне и международном. Another big issue we see is the need to look at how we are showing impact as a university sector. Следующий момент, на что необходимо обратить внимание, это, собственно говоря, влияние самого университета на среду. And of course, all of these changes have implications for academic careers. И, конечно же, все вот эти изменения, которые происходят на сегодняшний момент, влияют на карьеру академическую. When you change the way an organization works, the individuals working within the organization have different pressures. Если меняется модель университета, собственно говоря, каждому индивидуально необходимо подстраиваться под эту модель, но это какое-то определенное давление. There are many more challenges facing the university sector. These are just some which ended up with the European Commission funding HEInnovate. Да, очень много трудностей университет встречает на своем пути, и, собственно говоря, это основная задача OECD и также Европейской комиссии помочь преодолеть эти трудности. Becoming an entrepreneurial or innovative higher education institution is a response to these challenges. Собственно говоря, организация новой модели предпринимательского типа, инновационного предпринимательства, это ответ на вызов сегодняшнего дня. I'm just going to say a few words on HEInnovate. Несколько слов относительно HEInnovate. Can you raise your hand in the room if you were involved in the self-assessment? Поднимите, пожалуйста, руки те, кто был вовлечен в самооценку.
самооценки университета. So that's most of you. Да, Excellent. большинство из вас. Замечательно. So HEInnovate, as you know, is an online self-assessment tool. Вы знаете, что это онлайн-самооценка. The purpose behind it is around exploring your innovative and entrepreneurial И potential. основная, конечно же, цель этой оценки – исследовать и изучить свой потенциал, инновационный потенциал университета. By having a self-assessment, it allows higher education institutions to assess yourselves in a systematic way. Но прежде всего это позволяет оценивать свой потенциал систематически. Our intention through HEInnovate is to open up the floor to discussion and debate, moving forward to actions and priorities for your individual institution. Основная задача – организовать круглый стол, дебаты, дискуссии по продвижению и формированию университета предпринимательского типа, то есть основные ваши приоритеты, как это выглядит. As you see on the right of the slide, something very important about HEInnovate is there is no ranking and no benchmarking. This is your self-assessment for your use. Как вы видите с правой стороны слайда, то что нет никаких преград. Это, собственно, никакого градуирования, это ваша личная оценка. Now we know very much that universities are interested in how they do against other universities, and for that reason we have an enormous amount of material on HEInnovate. Я знаю, что, конечно же, вам интересно узнать, как университет действует в области предпринимательства по сравнению с другими университетами, поэтому у нас есть дополнительные материалы. When you use HEInnovate as a university, there is no reason to just do it once. You can go and do it 2 or 3 times and explore your evolution over time. Ну, поскольку вы используете HEInnovate, это, собственно, не одноразовая процедура, ее можно использовать систематически для того, чтобы узнать вашу эволюцию, ваше движение, продвижение, развитие. Now, when you all did this self-assessment, there were only 7 areas. There are now 8. А когда вы осуществляли самооценку университета, было 7 основных сфер, а сегодня, на сегодняшний день, их уже 8. HEInnovate and entrepreneurial universities and the concepts are always changing. Вообще концепт инновационно-предпринимательского университета постоянно меняется. And we need to make sure that we are up to date with the latest needs of universities. And later on, one of my colleagues will introduce the new area to you. Ну, собственно говоря, нам необходимо постоянно быть в струе, постоянно, собственно, задумываться над нуждами университета. HEInnovate is also a global tool. HEInnovate – это глобальная методология, глобальный, скажем так, инструмент оценки. We have over 16,000 self-assessments that have been completed. 16 тысяч самооценок было закончено, которые мы обработали. And the number of groups, as you see, is over 1,300. И количество групп, 1300, больше, чем 1300. And we have website visits from across the world, and we do workshops in many countries. У нас веб-сайт, по всему миру, и, собственно говоря, мы функционируем в разных странах. If you don't mind, we will skip a couple of slides and we'll go straight into your self-assessment results. Да, еще несколько слайдов, а потом уже перейдем непосредственно к оценке. Okay, so the self-assessment results we set out here now across the different dimensions, the 7 different dimensions. Вы видите то, что, собственно говоря, вы знаете, то, что было 7 основных компонентов, 7 областей оценивались. First of all, I just wanted to kind of give a sense of the scale of the self-assessment. Ну, теперь относительно шкалы самооценки, несколько слов. When it was conducted earlier this year, there were almost 120 individual responses to the self-assessment, which is a very significant number. Да, мы получили огромное количество ответов на эти шкалы вообще на сегодняшний момент.
Это большая работа была проделана нами по оценке результатов. And it allows us to understand a little bit more the consensus or differences in opinion across the various Ну, groups. собственно говоря, вот эти вот ответы нам позволили прийти к какому-то консенсусу, а также посмотреть, почему, собственно говоря, мнения разнятся. However, overall, as we can see on the slide here, the results in average were rather positive. Собственно говоря, здесь вы видите среднюю оценку. В общем, результаты позитивные. And what this means, because the self-assessment is a subjective exercise, Вообще-то это, конечно, самооценка, это субъективное упражнение, скажем так. is that there is among the 120 individuals that completed the Да, response, большое количество людей, да, участвует в этой процедуре. there seems to be a sense that the university is doing well, but still has room to improve. Конечно, университет хорошо работает в этом направлении, но также есть моменты, которые необходимо улучшить. So we can see here that each of the 7 dimensions has a score of almost 4 out of 5. И вы видите здесь, собственно говоря, цифры, да, цифры вы видите на каждой шкале, их всего 7, и как вы знаете, что самое высокое это 5, да, по шкале. This is especially interesting because usually we see some changes across the 7 dimensions. So such an even positive view on all of them. It's very remarkable, and we would like to hear a lot about your measuring impact experiences. Вообще-то, собственно говоря, оценка положительная, да, 7 шкал. И, собственно говоря, мы хотели услышать то, что вы выполнили, и влияние вот этой вот оценки. So if we go now into the first dimension, leadership and governance, Если мы перейдем к самому первому параметру, то это будет руководство и управление. this dimension focuses on the role of the leadership of the university Собственно говоря, этот параметр сфокусирован на руководстве и управлении университета. and the extent to which entrepreneurship and innovation is reflected in strategies and structures. Как дух предпринимательства отражен именно в стратегии университета. So this chart, you can see each of the 5 statements within the leadership and governance dimension. Значит, внутри этого параметра, который называется руководство и управление, есть 5 положений. And each of these represents a part of the dimension that was И каждое это положение отражает одну шкалу, которая называется руководство и управление. part of the dimension that was assessed by colleagues and stakeholders. Это часть, которая была осуществлена именно коллегами университета. The layout of the charts here, you'll see that each of the, just to, it's kind of a nest, each of the statements have 5 bars. И вы видите, что каждое положение имеет 5 Столбиков. столбиков, да, 5 столбиков. And what those represent, each of the colours represents the number of scores received, 1 to 5. И каждая колонка отображает число, скажем так, баллов, которые набраны. And for those of you who didn't complete the self-assessment, what this means is that each of these statements is ranked by an individual from 1 to 5, 1 being a low score and 5 being a high score. Собственно говоря, если вы колоночку не заполнили, то, соответственно, и данные не вошли в один из столбиков. Just a reflection here in that you can see there are a lot of 5s associated with the entrepreneurial action of the faculty level, and it would be interesting to know why that's the case, also where perhaps it's not quite so high on the strategic level at the university. Как вы видите по данной шкале, что, скажем так, стратегия предпринимательства отражена в основном на факультетах. То есть как бы факультет является в данном контексте приоритетным. Indeed, so this fourth statement here, that scores most positively, suggests that people believe that the university encourages and supports faculties to act entrepreneurially. Собственно говоря, результат
данных чисел показывает, в основном позитивнее показывает, что, собственно говоря, люди верят, что университет является и становится предпринимательским. However, the opinion differs slightly in the other areas, and you can see perhaps a more even spread of high to low scores. Но, тем не менее, есть какой-то определенный разброс, да, от 0 до 5. Еще раз повторяю, что, скажем так, индивидуальный подход. For example, in the middle, while perhaps there is a strong sense of encouragement, there seems to be less consensus about the coordination of entrepreneurial activities. Да, где-то, собственно говоря, отражается консенсус принятия решений относительно того, что университет является предпринимательским, но, тем не менее, вот эта вот нижняя модель, отсутствие такой вот коллаборации. And just looking back at the dimension as a whole, we see that also among the different respondent groups of the self-assessment, the results are again relatively even. We see perhaps that administrative leadership feels less